Привет, я Женя, делаю музыку из снов, но сегодня играю Hogwarts Legacy. Ура! Тут у меня такая ситуация произошла. Я тут уже напиздел где-то час, и прям было так душевно, так было хорошо, а потом я вижу, что видео игры записывается, а то, что я говорю, нет. Может, к лучшему, потому что вдруг я там переборщил. Обычно, когда я отойду назад, понимаю, что... О, too much. Ладно. Играю с модами, потому что дважды проходил на приставке за Пуффендуй. И мне надоело. И поэтому мне интересно поиграть просто shake things a little bit up. Поэтому просто развлекаюсь. Зумы, бешеные зумы. Короче, у меня вот такой персонаж. Смотрите. Нюхлер. Вот. И попробуем войти в энергию по-другому. Я тут пришел к выводу, что таким образом классно пиздеть, приоткрываться вам и не просто «Вау, интервью, смотрите на мое ебало». А что, это развлекательная такая вот тема вся. И непринужденное такое общение. Без всяких каких-то поз. Кстати. Такой у меня чехол, цвет. Такая карамель. Сегодня я просто карамелька. Рандулька. И 50 оттенков серого и коричневого. Ну, такой у меня типаж. Вот о чем я сейчас говорил. Хочу поговорить о принятии себя. На самом деле важная штука. То есть я долгое время думал, что у меня... Что еще? Ага. Сори, пищеварение. Я об этом говорил в телеграм-канале. Подписывайтесь. Поэтому такие звуки от меня, это, естественно, СМР. До после. Кто смотрит ТикТок, тот поймет. Я долгое время думал, что у меня что-то не так с волосами, у меня что-то не так с цветом глаз, у меня что-то не так с бровями, у меня что-то не так с моей фигурой, и всем. Вау, золотая осень. Кайф. У нас уже зима. А тут только осень, но все равно круто. Короче, все со мной в порядке, и это путь. Мне нужно было принять многое в себе. Не говорю, что я прям проработанный, я себя люблю и прочее. Нар. С американским, с австралийским акцентом no. Типа нар. Клиор. Короче, у меня много такого юмора, чтобы я каждый раз не объяснял референсы. Кто понял, тот понял. И это хорошо, что у меня не было таких возможностей, например, сделать себе там пластику, изменить цвет глаз и прочее. Те, у кого такие возможности появляются, и они начинают себя перекраивать, bitch. Просто, с одной стороны, счастливые люди, что есть такая... Что это? Возможность, да? Но с другой стороны, несчастные, потому что есть вещи, которые обратить уже нельзя. И ничего хорошего в этом нет. Поэтому все, что я делал со своей внешностью, я всегда шел из... О, это далеко. Ну ничего. Из того, чтобы я не сделал что-то бесповоротное. Чтобы, кстати, смотрите, какая у него метла с едой. Я думаю, ему это очень подходит. И делал акцент на свежесть, на ухоженность, на естественность. И даже пластика, которая у меня была. У меня была пластика. Но не такая, которая бесповоротная, как, например, круговая подтяжка лица, когда отрезают лицо и натягивают, пришивают. Нет.
На это, конечно, можно пойти с возрастом, но я делал... Сказать? Нитки, короче, я делал. Мне повезло, я был у самого Светилы, у Груздева. Он учит... Что нужно сделать? Причешите. Он учит это все технологии людей по всему миру. А мне повезло к нему попасть и сделать у него пластику. И не один раз. Изменило ли это мое лицо так, что я прям стал каким-то потрясающим? Аж трясет. Покормите. Тамагочи началось. Нет. Ну, просто я замечал, что мне говорят: о, классно выглядишь, типа, круто, все такое. Не было никогда цели себя изменить, перекроить. Но сваливался в такие бесконечные... Что теперь? Кстати, это пушишка, выдуманное существо, у которого длинный язык, вы сейчас видели. Она любит питаться козявками из носа его хозяина. Короче, вот такая штучка. Так вот, и если вы посмотрите Жутадиту, первый вот ролик на канале, самый-самый первый, ну там были еще, но просто не скрыты, посмотрите на мои брови там. То есть мне говорили, например, у тебя прыщи? Меня сейчас, кстати, обсыпало. Сейчас расскажу про свой депрессивный эпизод. Опять же, не из-за зажранности, на это есть причина. Но пока что, чтобы не прыгать с темы на тему. Притешите жмыра. Покормите жмыра. Вот. Брови. Жутадиту. То есть, у тебя прыщи? А ты не пробовал умываться? У тебя брови? Ты не пробовал их расчесывать, выщипывать? И я себе их так выщипал, что они просто стали там ниточками. И... Все, закончился квест. И мое лицо превратилось в какое-то, женственное, такое, как бы... Кстати, я переодел персонажей, заметьте. Хоть они сейчас вот и лагают, но не так скучно, как в оригинальной игре. То есть у всех разные костюмы и такие, что они подходят под эстетику игры. Че сидишь? Нельзя. Поговорите с Поппи. Попа Добринг. И она тоже переодета. Ей прям вот это идет. А то все в мантиях, скучно. Так вот. Брови я себе там сделал просто пиздец. И потом я их себе отращивал. Там даже, наверное, моего шрама не видно. Потому что настолько они тонкие. Что это дало? Нет, каждый видит свою красоту по-своему. Следуйте за попой. И есть люди, которые, например, вообще убирают себе брови и рисуют их себе. И мужчины, и женщины имеют на это право, абсолютно. Но мне нравятся свои брови, они неспроста такие густые, я за ними ухаживаю, но не делаю из них что-то женственное и что-то прям вообще, что прям кричащее, на них только хочется смотреть. А делал, то есть это путь, чтобы это понять, нужно было это пройти. Это про брови. Про кожу, например, я бы мог очень много чего рассказать, к чему я пришел, может кого-то уберечь от чего-то. Кстати, почему я так бегло прохожу? Мне просто интересно получать быстрый дофамин, серотонин от игры. Мне нет смысла прям вкладываться в историю, читать все диалоги. Я это делал уже дважды полностью. Поэтому мне просто нравится. Быстро что-нибудь. Какой ты злой. Чё ты такой? Попа Добринг. Так вот. И я бы мог многое рассказать. Причешите. По поводу кожи, по поводу волос, по поводу всего, но у меня такая висит фраза, которую мне сказала Галя, фотограф, с которой мы дружим и много лет уже творим
Вот сейчас эту съемку в Москве делали с ней. Спустя столько лет мы снова встретились, снова творили вместе. И она сказала, что, говорит, я не могу смотреть на людей, которые не сбалансированы. Что, типа, вот, например, психолог, и он сразу видит, что лишний вес, что несчастный взгляд, и всякое-всякое-всякое. И она говорит, мне неинтересно. Но этих сбалансированных людей, на мой взгляд, не существует. Если человек прям какой-то, то это проект, то это его бренд в сети. Так что, если бы я себя преподносил более понятно, более уязвимо, это было бы гораздо, с моей точки зрения, я люблю таких людей смотреть, более располагающе, нежели вот я сильная фигура, я успешный артист, я, ну, типа, появляюсь только в своем арте. Я... Что вот это вот все даст? Это бесит. Никто, не зная пути, не отреагирует с радостью, что типа, о, у тебя дорогой микрофон, какой ты молодец, какой ты типа, все такое, ты этого достиг. Отреагирует? Да. Отреагирует так, что типа, ну, мажор, типа. Нихуя не мажор. Коплю эти деньги. Позволяю это себе, потому что у меня нет детей, питомцев. И я могу вложить эти средства в себя. Так, короче. Гладвином Муном, где он? Зал приема. Есть тут такой вообще зал приема? Нет. Знаешь, куда нам нужно? Нам нужно в большой зал. Оттуда тоже близко будет. Что я говорил? Вау! Посмотрите. Давайте жрачку посмотрим. Что дают сегодня. Яички, бекон. Завтрак, что ли? Тост. Ананас. Сосиски. Картошка. Еще сосиски. Фрукты. Курица. Хлеб. Яйца. Лук. Тосты. Это что такое? Наверное, какой-нибудь там джус. Кубки. Из кубков пьет. Мандарины, ананас, яблоки, сливы, груша. Все, да? Повторяется. Круто. Вот это я понимаю завтрак. Вот это да. Что это, картошка? Да, картошка. Круто. Так вот. Что я говорил? Про принятие себя, про то, что мог бы многое рассказать о том, что, ну, типа, про кожу, про все остальное, но как-то мне это кажется. Может, я к этому приду. Например, я хочу снимать влоги. Какая у меня интересная жизнь, можно подумать, да? На самом деле не такая уж и плохая. Например, мы с Лерой так тусим классно на даче. Мы в этом году купили вторую лодку. И на нашей речке рыбачим. Нихуя не ловим. В плане, ну, какую-то мелочевку разве что. Но для души такая природа красивая. И просто расслабиться. О. И незачем подходить к контенту так, что типа, о, нужно показывать только самое лучшее, самое богатое, самое крутое. Ну, долго ты будешь душнить. Он, кстати, булли.
нужно показывать свой путь. Ведь никто не знает, ну я говорил об этом, но как-то не особо прям уж часто, да и зачем. Что у меня был микрофон для скайпа в самом начале, я пытался, записывал, пробовал. Я учился макияжу. Сейчас, например, у меня макияж простейший. Хайлайтер вообще не мое, я просто как шлюха выгляжу с ним. Легкий контуринг, легкий тон. Если пудра, то такая, чтобы не превратилось это в пирог, чтобы можно было это поправить. Можно быстрее идти, нет? И подходящая по оттенку. База. Поэтому я прошел определенный путь. У меня есть определенный опыт. Я всегда себя забивал в ту позицию, что типа, а мне нечего рассказать, мне нечем поделиться, у меня... Ой, надо поставить на зарядку. Отойду на секундочку. Ну что-то это пустил. Hi. Что, типа, мне нечего рассказать. Например, мне всегда говорили, ты можешь преподавать вокал, ты можешь преподавать монтаж видео, ты можешь преподавать много чего на самом деле. Но у меня преподавание не интересно, а вот поделиться каким-то опытом. Хотя кто им делится в сети, например? Самые сакральные вещи остаются за скобками. Все вот эти уроки, например, по музыке, ну, по созданию музыки. Там такая база, там такое вообще примитивное все. Редко кто-то расскажет какой-то реально сакральный секрет. То, к чему я приходил, меня прям бесит находить что-то из того, что я сам к этому пришел, и кто-то, какой-нибудь, например, школьник, открыл этот ролик и узнал эту сакральную информацию, до которой я шел годами, и не было этого в сети. Но какой смысл? Бомбить из-за этого? Можно просто продолжать свой путь и не распыляться на какую-то агрессию и прочее. Ну, иногда эмоции прям берут вверх, думаю, да блять, ну какого хуя? Я с таким трудом к этому пришел, я годами это на своем опыте делал, и тут мне говорят, что, о, а вы знали, что можно вот так? Например, про тайминг, про питчи, про фазы. Вот когда делаешь много дублей, неизменно будет что-то с фазами. Это такой путь, это такой путь. И главное, не вдохновляющий. Такие задачи, которые... Чё ты? Не вдохновляют. Нужно просто эту рутину выполнять, нужно просто преисполняться в этом всем и находить в этом какую-то эстетику, находить в этом моменты, чтобы делать это проще, легче, на потоке и как-то вдохновляюще. Но в моем случае нужно прям выстрадать. И потом уже к чему-то придешь. Поэтому много о чем я хочу рассказать, и вот скачу с темы на тему, потому что долго себя закупоривал, и последовательно сделать что-то мне сложно. Столько всего хочется сказать, стольким хочется поделиться, столько всего хочется попробовать. Поэтому попробую снимать влоги, например, как мы с Лерой тусим на этих лодках. Казалось бы, но с другой стороны, люди любят вот такой уютный контент. И не нужно себя зажимать, что о, мы в каких-то порванных футболках, значит, на этих лодках. Срать. Или в поездке, например. Вот я был в Таиланде, я обращал внимание на их растительность. Бугенвиллея, например. Я такого растения вообще нигде не видел. Ну, в Крыму, может быть, в Сочах, в южных таких местах. Но
для меня это было, ну, вау. Розочка. Ну, такой кустарник с розочками. Похож на розочку соцветия. И внутри еще один цветок. Там пестики-тычинки, как бы еще один цветок. Так красиво, так необычно. Я бы мог показывать какие-то свои вот такие лунатичные наблюдения. Это было бы мило, например. Не про флекс. Не про какой-то там... Посмотрите, какой я классный. Нет, мне не нравится такое. Мне нравится как раз что-то миленькое, вайбовое. И не в смысле, что вот я смог куда-то поехать. А в смысле, что посмотрите, какая красота. У нас такого, например, нет. Сейчас мы, например, ездили в эту Москву. Мы большую часть бюджета потратили на жрачку. Так обидно. Так вообще глупо это. И мы теперь в отеле останавливаться не будем в следующий раз, когда поедем в Москву. Мы остановимся в... А, это другой квест. Ну можно как бы... Что здесь происходит у вас? Господи, даже директор здесь. Как пройдешь сюда? Поговорите с Сироной. Ладно. Наверное, нужно включить ночь. Как это сделать? Это не работает. Я пришел. Говорите со мной. Поговорю с этой дамой. Какой на ней костюм красивый, ну правда же. Нежели она просто была бы в мантии. Ну прелесть. Красота же. Вот. Куда тут нажать? Тут должен появиться персонаж, но ее почему-то нет. Видимо, что-то сломалось, наверное, моды. Вот интересный мод на то, чтобы было больше NPC, но они просто стоят. Они не живут, они вот пришли и стоят. Нет, вы сели бы там, что-то как-то делали. Нет, они стоят. А иначе было бы пусто. Но минус, вот я даже пройти не могу из-за того, что они тут стоят. Дебильный мод. Так. Запретный лес. Так что мы будем снимать квартиру или апартаменты в Москве. Когда в следующий раз поедем что-то делать там. Потому что просто все деньги уходили на жрачку. Мы просто можем пойти в перекресток, взять продукты, которые я обычно ем. И это будет безопаснее для моей кожи, потому что перед съемкой у меня была специальная диета. Я не ел сладкое, кучу всего себе запрещал и без того. У меня специфичное питание из-за моего пищеварения. Поэтому это вот хороший нам урок. Мы же показали бы вам и покажем, мы наснимали, я буду постить часто все. Просто хочу. Мне понравилась съемка, все прошло классно. Ага, мы идем за бабочками. Мой депрессивный эпизод не из-за того, что мне что-то не понравилось, а из-за того, что когда я приехал домой, на меня свалилась рутина, куча всего стрессового, что вообще охуел просто с этого, меня выбило. Поэтому вот восстанавливаюсь, хотя бы начал уже говорить. Первую неделю я просто в состоянии какого-то говна провел. Сейчас на второй неделе я уже хотя бы двигаться начал, вот контент придумал. И постепенно буду публиковать то, что мы наснимали. Просто не хочется к этому подходить, как обычно, из-за разряда, что «О, я должен впечатлить, я должен удержать, я должен быть успешным, я должен что-то, чтобы что? Ну дальше что? Теперь что? Выдрачивать себя, чтобы что?
Всегда есть кто-то ярче, всегда есть кто-то сильнее, талантливее, с большим количеством ресурсов. И прочее, 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 прочее. Зачем ты открыл это? Как тебя закрыть? Как тебя закрыть? А мне нужно быть собой. Мне нужно быть теплым. Мне нужно быть вайбовым. И мне не нужно пытаться из себя сделать какую-то сильную фигуру. Показать только самые сливочки. Все равно так и не появилась. А ничего хорошего это не дает. Поэтому хочу быть ближе. Хочу показывать также себя без всяких этих самых. Сегодня для вас сделал свою фирменную лохматушку на голове. Вот. И нужно показывать свою уязвимость. Иначе ничего хорошего из этого не будет. Я так считаю. Я думал, что я таинственный, я думал, что я там какой-то. Но мне это не работает. Во мне столько теплоты, во мне столько вот этого вайба, волшебства какого-то. Со мной легко, со мной кайфово, что это прятать вообще нет никакого смысла. Этим нужно делиться. И в музыке я хочу это выражать, и стараюсь. И это получается, судя по тому, что мне пишут. Не понял. Угу. Поэтому я... Доставка. Так, где находится Фатима? Далеко. Ебать. Это Кинбридж. Ищем Кинбридж. Кинбридж. Я что делюсь? Мне нравится этот формат, что не просто я. О, смотрите на мое ебало. А что он развлекательный, мы играем в игру. Непринужденная такая атмосфера. Поэтому пишите комментарии. Все читаю, отвечаю. Вот. И мне очень важно это тепло. Очень важна ваша поддержка. Зелень невидимости. Эдорус невидимости. И в этом весь смысл. Сейчас закончу это. Вот. Сегодня я к вам совсем близко. Громко, тихо, громко, тихо. Нет, как там? Топ после, топ после. Опять туда. Эть. Давай серьезно. Вот. Так что у меня какая-то возникает мысль. Я не хочу просто вас удивлять игрой. Вау. Мне нужно вас удивить прохождением. На это есть специализированные каналы, специализированные летсплейщики, которые от и до вылизывают игру. Мне не интересно. Если меня прям какая-то игра увлечет, я захочу ее стримить как-то. Но это одно дело. А я вот конкретно сейчас хочу просто поговорить и вайба какого-то тут навалить. Самому как-то подпитаться, потому что я думал, сдохну вообще. Депрессивный эпизод. О, депрессия. У меня депрессия. Нет, никогда клинической депрессии у меня не было, конечно, которую нужно реально лечить, с которой организм не справляется. Но я точно знаю, что у меня сбита химия организма, и я... Я
видел, что у меня дважды были не очень хорошие анализы, но работаю над этим. Чё ныть? Полетаем, о чем? Квиддич, это Хогвартс. Ага. Квиддич. Вот. Такие дела. Бабка деда родила. Мне это нравится. Я долго это хотел, я боялся. А теперь думаю, в пизду. Эти страхи. Я ничего не потеряю из-за того, что если я попробую. Если не получится в крайнем случае. Ничего из этого. А что должно, кстати, получиться? Вот, например, вот что должно получиться с этими роликами? Что? Они завируситься должны или что? А главное, чем я должен здесь удивить? Чем я должен здесь удержать, чтобы оно завирусилось? Я должен на превьюшке какие-то гримасы постить или что я должен? У меня большая насмотренность, большой опыт, но нет какого-то момента, чтобы поделиться историей успеха. Это да. Я представляю, что может работать. И применяю это. Но я не хочу превратить это в что-то, за что мне будет стыдно. И навалить кринжа перед собой прежде всего. Момент, что что же скажут, мне будет стыдно за это, не первоочередное. Мне если перед собой стыдно, если я испытываю от этого такое что-то, вот это мне самый главный аргумент, самый главный фактор. Я понимаю, что для того, чтобы быть успешным стримером, артистом, кем угодно, нужно иметь прям нерв, нужно быть каким-то хайповым, нужно что-то такое. А мы нормисы, то есть мы стараемся быть какими-то сбалансированными, но в то же время слишком сбалансированный. Это бесит. Поэтому я пытаюсь вам показывать свою уязвимость, что я человек, что у меня есть свои переживания, есть свои страхи, есть свои несовершенства, вот как с кожей, например. Как бы я ни старался, все равно я знаю, что у меня будет какая-то ситуация. И что теперь? Прятать себя? Я должен выглядеть только, как мне написали, рафинированный фарфоровый мальчик. Ну, во-первых, уже не мальчик, а девочка. Ну, в смысле, уже мужчина. И что... не фарфоровый. И не нужно бояться своих тех пор, своего типажа и прочего. Тихо, не туда. Вот. Что нужно принимать себя. И это звучит так заезженно, да, вот. Но на самом деле, правда. Это база. Если ты себя постоянно гнобишь, если постоянно себя хочешь изменить для кого-то. Это заведомо гнилая тема. И ничего хорошего из этого быть не может. На своем опыте точно знаю. О, какой спортсмен. Угу. Что теперь? Ну что, Сирона появилась? Как мне повезло. У него письмо и сразу здесь. Сирона, ты появилась? Сирона. Девушка моей мечты. Оу, yeah. Не туда. Просто
просто другой квест активирован, поэтому так показывает. Но здесь появилась Сирона. Не появилась. Странно, почему? В какое время нужно прийти, чтобы она появилась? О, даже Себастьян. Привет. Бич. Поговорите с Эмейдой Рейс. А насколько она? О, очень далеко. Карта мира. Ебать. Это у нас Айрондейл. Айрондейл. Последовательности и какого-то постоянства от меня не будет, не ждите. Будет хаотично, лунатично, в этом и смысл. Поэтому Лунатик и Женя в том числе. Как говорила Татьяна Булавнова, если нужно вставать каждый день в 7 утра, идти на работу, что-то делать повторяющееся, то меня это просто высасывает, и я начинаю впадать в какие-то состояния депрессивные. Привет. Нет, не то чтобы я капризный и буду делать только то, что у меня вдохновение, на что есть стояк. Нет. У меня нормальное такое ощущение. Как это называется? Дисциплины. Я понимаю, что некоторые вещи нужно просто взять и сделать. Не нужно там ждать чего-то. И бывает аппетит, в моем случае вдохновение, приходит во время еды. Ну, в смысле, во время дела. А вообще пожрать, кстати, я люблю. РПП? Ну не в смысле, несчастный, а в смысле, что... Ну я точно знаю, потому что было голодное детство, потому что... я так получаю эмоции. Поэтому я нажрусь так, что мне аж дышать невозможно. И это дает мне какое-то ощущение наполненности. И с таким вот типажом психики хорошо, что я не пристрастился ни к чему вредного. Ну там, алкогольного, например. Это была бы пизда. Но у меня здесь четкий цензор, потому что я насмотрелся в семье на это, и я не хочу быть таким же. Ну и потом я точно знаю, что у меня здоровье не такое крепкое, чтобы там бухать или чем-то заниматься таким. Я точно знаю, что мне нужно себя беречь, и просто, что я не хочу быть, вот как я вам говорил в прошлом ролике, птицей без крыльев, рыбой без плавников. Я хочу иметь возможность нормально управлять своим телом, нормально себя чувствовать и выглядеть так, чтобы я себя не стеснялся в камере. Так что даже учитывая, что меня сейчас обсыпало, я все равно сел перед камерой, потому что, во-первых, камеру так настроил, чтобы на это не было акцента. А во-вторых, ну просто я ничего не выигрываю от того, что буду идеальным. Самое главное, этого идеала не достичь. Кого я удивлю чистой кожей? Никого. Это как бы база, да? Мне такая база недоступна. У меня такая генетика. И с питанием я стараюсь, с образом жизни стараюсь, но как ни крути, идеала прям не будет. Чтобы она была без единого какого-то прыщичка. Невозможно. И в этом есть человечность. Это круто. А если бы я старался постоянно для вас показывать себя только в лучшем свете, это бы бесило, это бы создавало дистанцию. А почему он так хорош? А я не такой. Меня это бесит. Я не буду его смотреть. Все? Видимо, да. Так. Что тут еще есть? Используйте депульса на атакующем враге. Такие неинтересные квесты. А есть что-то поинтереснее? Во, вот это хорошее.
Это у нас какой-то выход из Хогвартса. Сейчас попробуем. Ту-ту-ту. Поэтому для меня это тоже путь быть ближе, показывать свою уязвимость, показывать свою человечность. Ведь всегда хочется показать себя с лучшей стороны, а получается, что если перебарщиваешь, то ощущение человека теряется. Как бы перед тобой проект, перед тобой, ну, такая игра, перед тобой определенный такой вот очень срежиссированный момент. Да вообще, что такое красота? Сколько всего нужно сделать для красоты, чтобы выглядеть, ну, хотя бы приятно. Не понял? Почему нет заклинаний? Потому что у меня никуда не поставлено, понял. А вот. А зачем щетка? Она здесь активна, странно. Так. Я умею эту игру. Не идеально, но нормально. Достаточно хорошо. Вот прийти к тому, что я делаю это достаточно хорошо во всем. Это достижение. Иначе только идеально. Только. В этом теряется жизнь. Если бы нам хотелось идеальности, мы слушали бы только искусственный интеллект в музыке. Если бы мы хотели видеть идеальность, у нас бы не было вот этого ощущения зловещей долины, когда мы видим вот эти нейрофотосессии, этих нейроинфлюенсеров, прочую вот эту идеальную, как раз. Не падай, нет, блять. Но я все равно выиграл. Да? Да. На тоненького вообще. Нормально. Поэтому я... Сегодня такая карамелька. Я буду естественнее. Я знаю. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Вот. Печь. Что еще тут можно сделать? Смотрим, время 43 минуты, нормально. Так, призрак нашей любви, внутренняя отделка. Тронус чарм. А давай патронус сделаем. Не вижу. Вот. Это в библиотеке, я точно помню. Библиотека. Такая история. Ну, какой ракурс. It's an old spell book I found in the restricted section. Just look at these scribbles and margins. Carefully, accelerated, excited, or scratched out and rewritten. I think it's about how to focus on the strongest positive emotion you can master. What would you say is your strongest feeling when you're feeling positive? Да что чё? Жизнь прекрасная, удивительная штука. Абсолютно любой. Absolutely. For me, I'd say О, Азкабан. I'm glad you made it out without Professor Weasley noticing.
При том, что я She'd выключил threaten все me with диалоги. detention for a month if she caught me Но на sneaking моды into это the не forest again. распространяется. Тут есть один There's мод, just я в so него much играл, to он explore поломанный. that it's hard to stay В on прошлом ролике grounds. говорил. Связанный с музыкой. У меня музыка вся выключена, но мне его невозможно не играть, невозможно играть, выключить музыку. Он вшит в сам мод. Какой-то будет Search for the missing pages in the glen to the north. North. Let's go. Let your body move to the music. Чё тут? Defeat the poachers in the area. У меня нет этих заклинаний. Ну, дрянь. Ой, мне нужно желтое заклинание взять. Надую его. А чё ты не надуваешься? О! Понял. Давай. Все. Defeat poachers in the area. Investigate near the old tree. Окей. Investigate. Transvestigate. Еще раз. Search for the missing pages in the cave deeper in the woods. Угу. Сейчас мы тут набегаем. Нужно какое-то обозначение, нет? Сейчас скажут, вы вышли за пределы квеста. Ну вот это я не люблю, конечно. Опа. Чисто случайно сюда пришел. Бомбара. О. Давай я вас вот так завалю. Bye. Now what? Transvestigate. О, Господи. Ну. Вот, что я вам сегодня поведал. Про принятие себя. Еще. Все. Venture back the way you came to find the mysterious clearing. Окей. Хорошо, что он обозначается. Один из немногих модов, где обозначается, куда нужно идти. Обычно. Пипец, я вчера долго бегал, и вчера так долго бегал, и ничего не нашел. Ну, как бы, что происходит? Все, мы залагали. Ой, меч. Сейчас тут где-то, я помню, была такая штучка. У тебя есть такая штучка? Такая штучка. Блять, не помню, как она называется, хоть убей. Ладно, попробуем так. Я не могу ничего сделать. Класс! Боже, какой класс! Ясно. Десять 29, 10 32. Спалил время. Да, утро. Потому что я проснулся полон сил.
И думаю, до всех дел немножко покреативлю. Запишу ролик. Потом пойду в СДЭК. Мне пришли мои беруши. Наконец-то я заказал беруши. Не могу спать без беруш. Настолько у меня раздерганная психика, что я не могу спать без беруш. Сплю только в берушах. Покупные беруши обычные из аптеки. Да, я долго на них жил, но когда я попробовал в Доктор Хайде беруши по моим ушным каналам, я понял, что это, конечно, совершенно небо и земля. Как же тупо, зачем это сделано? И это гораздо лучше. И вот уже 3 года у меня эти беруши. Я старался гигиенично к ним относиться, но они начали уже просто рассыпаться. У них ограниченный срок службы, поэтому заказал новые. И вот они пришли. Осталось всего 2 дня до того, как закончится их хранение, поэтому я сегодня должен туда сходить. Плюс я заказывал дешевых светильников вот, для фона на Wildberries. Еще. И пробую, какие мне нравятся. Я же теперь блогер, я же теперь стример, я теперь летсплейщик. На самом деле я себя в рамку загнал, что я только музыкант. Все. Как мне писали, когда я раньше писал посты. Я мечтаю посвятить свою жизнь музыке, бла-бла-бла. Мне писали, как узколоба. Это правда. То есть можно играть в игры, можно записывать влоги, можно записывать ролики, связанные с тем, что, ну, про песни. Можно много чего делать. И я себя вот загнал, что я только музыкант, и другого у меня просто не может быть ничего абсолютно. Может. Для тех, кто увидит мой ролик игровой, для них будет: о, он еще и поет. Для тех, кто знает меня только по каверам для Амелен, становится абсолютно шоком, что у меня, оказывается, свои песни есть, не связанные с ней вообще. Те, кто знают, что я музыкант, для них непривычно, что я могу играть в игры. Поэтому это еще дополнительные возможности. Вау. Странно, почему он слетел. Где Патронус? Какого цвета он, во-первых? По-моему, там олень нарисован. Ищем оленя. Вот олень. Defeat the Dementor. Гидея. Какой жуткий звук. Ой, как стрёмно. Поэтому мне интересно играть, мне интересно записывать всякие ролики. Давай. Мне интересно пробовать все. Он не ожидал, что на нем такой будет. Cat. And a kitty cat. Дарадам-дам-дам, дарадам-дам-дам. Cat. And a kitty cat. Дарадам-дам-дам-дам. Старый мем. Вообще он меня бесит. Непонятный салат. Такие делишки. Обожаю жить. Но на самом деле мне уже лучше. Мне бы выйти на это состояние, когда я хочу записывать, в плане музыку. Потому что есть что делать.
Интересно с новым микрофоном все это делать. Но 55 нужно завершать. Но пока я еще в том состоянии, что достаточно выразил. Давайте закончим в выручай комнате. Там будет красиво. Выручай комната. Вот что хотел вам сегодня поведать. На самом деле у меня было тем гораздо больше, но как получилось. И я именно то, что вышло, я этим доволен. Возьмите балкон и пол. Так, пол есть. Покрытие с диком. I'm the only one who's gonna be a dick. You're not the only one. Big dick. Это я выпал, по-моему. А, то. Уже мышечная память. Еще больше места. Значит, скоро будем спасать волшебных существ. Твари, прям такое слово здесь применили. Твари. У нас Русичка так говорила, вы твари. Божьи. С такой паузой. Литературно, говорит, я вас не оскорбила. Нет, на самом деле... вспоминаю свою Русичку с благодарностью, потому что токсичнее людей в моей жизни, ну, большая редкость. Я ее очень запомнил. Очень запомнил. Как она со мной обращалась, это просто... Ну, она, разумеется, не помнит. Я запомнил абсолютно все. Поэтому... это для меня было хорошей школой. И так тоже бывает. Тем оно и прекрасно. Что если не обожжешься, если не получишь какую-то вот такую унизительную штуку, то... Кстати, давайте мы сделаем сюда елочку, раз у нас Новый год. Не поймешь, не будешь ценить какие-то... Интересно, в каком отделе она может быть? А вот. Не будешь ценить... Ебать, огромная. Вообще все, что по жизни приходит. Такие вот делишки. Вот вам елочка. Елку за 11 лет, сколько живу в Курске, ни разу не ставил. Поставил Хогвартс Легаси. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите в телеграм-канал. В телеграме канал там также есть возможность перейти в закрытый телеграм-канал, где мои демки. Там есть что послушать, кстати. Вот. Вот так лучше. Красота. Вот, спасибо за просмотр, спасибо за то, что повайбили со мной. Не всегда у меня будет прям что-то острое для вас рассказать, но всегда будет какая-то тема, которую я хочу осветить. Поэтому берегите себя, спасибо, что вы есть, и до следующей нашей встречи. Пока.